Всем привет, друзья! Сегодня расскажем о главных событиях, явлениях и людях 2003 года и сегодня в выпуске. Бархатная революция и новая война. Как делили большой бизнес в России. Научные достижения и события из мира спорта. Музыкальные выступления, фильмы, сериалы, компьютерные игры, а также многое другое прямо сейчас. Друзья, в наших видео нет рекламы, но вы можете поддержать нас по ссылкам в описании, например, подпиской на Boosty. Не забывайте ставить пальцы вверх и писать комментарии. На экраны кинотеатров выходит последняя часть трилогии «Властелин колец. Возвращение короля». Картина завершает эпический цикл киноэкранизации главного и самого знаменитого произведения Джона Толкина. Эта эпическая новинка стала самой ожидаемой, самой дорогой и самой зрелищной кинопремьерой года. Фильм «Возвращение короля» на многие годы вперед стал образцом признанной киноклассики жанра эпической и доброй фэнтези-сказки. Фильмы про бандитскую романтику продолжают теребить сердца россиян. После успеха телевизионного сериала «Бригада» на российские киноэкраны выходит фильм «Бумер», который собирает в прокате свыше 1,6 миллиона долларов. В ленте много неприкрытой прозы бандитской жизни и реалий современной России. Мелодия, сочиненная для фильма Сергеем Шнуровым, лидером группы «Ленинград», становится мегапопулярной и перебирается, в виде рингтона, на мобильные телефоны огромного количества людей. На российском телевидении начинается показ известного на весь мир сериала «Секс в большом городе». Само название сериала пугает взрослую пуританскую половину населения, но на поверку оказывается, что этого пугающего секса, как раз в истории не так много. Сериал повествует прежде всего об образе жизни, привычках и непростых личных взаимоотношениях с мужчинами 4 подруг из Нью-Йорка. Все они работают в престижных сферах американского общества. Одна – модная журналистка, вторая – пиар-менеджер, третья – из сферы искусства, четвертая – юрист. Низковатые рейтинги премьерных серий вскоре сменяются более-менее приемлемыми. Народ разглядел что-то интересное в этом многосерийном повествовании феминистического мира гламура, роскошной жизни и любовных приключений. События в музыкальной жизни России. Легендарный участник группы Beatles Пол Маккартни 24 мая 2003 года дает сумасшедший концерт на Красной площади в Москве. 50 тысяч зрителей слушают знаменитые хиты и подпевают их вместе с мэтром. Самый почетный зритель концерта – президент Владимир Путин. Специально для него Маккартни повторяет суперхит «Back in USSR». Звездный российский дуэт «Тату» занял на конкурсе Евровидения в 2003 году всего лишь 3-е место. Победу праздновала Турция, на 2-м месте по результатам голосования оказалась Бельгия. От «Тату» ждали победы многие. В пользу талантливых девушек работали первые строчки хит-парадов европейских стран, узнаваемость дуэта и пиар, на который не скупился их продюсер Иван Шаповалов перед самим конкурсом. Победить не удалось. Всего несколько баллов разрыва между первыми 3 местами в итоге определили победителя. России вновь не повезло, и снова за кулисами конкурса начались разговоры, что на Евровидении не все так чисто. – 2003 год порадовал любителей компьютерных игр славными новинками, утвердил свежие игровые франшизы. Что это за шедевры, вспомним прямо сейчас. Великолепная игра Call of Duty – одна из лучших новинок года. Это и легендарный шутер, и одновременно мегапопулярная игра с закрученным сюжетом, образца самого лучшего боевика современности, но в исторических реалиях прошлого, а именно периода Второй мировой войны. Первую часть Call of Duty 2003 года фанаты встретили воодушевленно. Хорошо смотрелись и одиночные, и многопользовательские режимы, графика и миссии были на высоте. Никогда еще сражения не были такими интересными и реалистичными, как в игре Call of Duty образца 2003 года. Фанаты вселенной «Звездных войн» по достоинству оценили новую часть игры Star Wars. Джедаи, ситхи, галактические корабли, диковинные планеты и запутанные миссии. Сюжетная история строилась на приключениях главного героя и его противостоянии с коварными злодеями вселенной. Какую силу выберет герой, темную или светлую? От этого в игре будет зависеть многое.
Захватывающее приключения этой компьютерной игры геймеры всего мира оценили на 100 баллов из 100. Управление временем, головокружительные прыжки и трюки, волшебная сказочная атмосфера Востока – всего этого в игре «Принц Персии» предостаточно. Будущий правитель Персии, почти как артист цирка Дю Солей, в совершенстве владеет акробатикой и расправляется с врагами мечами и уникальным кинжалом времени. Динамичный и зрелищный экшен на все времена. Продолжение остросюжетных приключений полицейского Макса Пейна – это Макс Пейн 2. Добротный шутер от третьего лица порадовал любителей такого рода игр в 2003 году. Сохранив самое лучшее от первой части игры, разработчики улучшили движок и графику. Видеоновеллы и эффекты стали просто потрясающими. История о мести достойно продолжилась в этой части игровой серии. Каждый прожитый день – это уже небольшая история. Наша жизнь – это не только работа, дом, магазин. Наша жизнь – это отнюдь не день сурка. Разные события происходят с человеком на протяжении всей его жизни. Например, выиграл в лотерею или не успел на автобус, а может, с начальником поругался или поехал в отпуск. Маленькие воспоминания и личные истории есть у каждого из нас. Но только то, что запоминается в памяти тысяч людей, только то, что меняет нашу жизнь, может считаться важным. Именно такое событие произошло в Грузии в 2003 году. Оно перевернуло страну и изменило жизнь людей. 3 ноября 2003 года в Грузии начинается революция РОС. После проведения парламентских выборов оппозиция не соглашается с их результатами, обвиняет власть в нечестной игре и выводит народ на улицы. Главный вдохновитель протестов, лидер оппозиции, яркий и молодой политик Михаил Саакашвили. После затянувшихся 3 недель противостояния между правительством и людьми, маститый и опытный политик, президент Грузии Эдуард Шеварднадзе покидает свой пост. В пользу Саакашвили работает молодость, смелость, открытость, новые идеи и современные взгляды, против Шеварднадзе безысходность в экономике, бедность и коррупция. Комментарии тут излишни. Без единого выстрела Грузия 23 ноября вступает в свою новую прозападную эру. Друзья, напишите любой комментарий под этим видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Это очень помогает развитию канала. То, что Америка начнет войну в Ираке, было понятно еще в 2002 году. Информационно почва подготавливалась заранее. В конце того же года США разбомбили системы противоракетной обороны арабской страны. Миру предъявлялись невнятные доказательства какого-то опасного оружия, разрабатываемого Ираком. Доказательства в итоге так никто и не увидел. Разоблачали авторитарного правителя Саддама Хусейна и в Конгрессе США, как главного покровителя терроризма и спонсора Аль-Каиды. Время отсчитывало дни и часы. Все ждали. Война должна была начаться, и она началась. Первые ракетные удары по Багдаду были нанесены в 5:30 утра 20 марта 2003 года. Американские томагавки массово разрушали военные объекты и жилые строения. В течение 3 недель Ирак был полностью захвачен. На удивление быстро и почти без сопротивления. Почему огромная по численности иракская армия не оказала сопротивления западной коалиции, непонятно. Возможно потому, что сам несменный правитель страны Саддам Хусейн уже порядком всем надоел. Освобождение от диктатора не принесло Ираку счастья. Наоборот, страна погрузилась в хаос и межнациональные конфликты на долгие годы вперед. Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию ставит амбициозную задачу для страны за 10 лет увеличить внутренний валовый продукт в 2 раза. К сожалению, воплотить в жизнь эту правильную и нужную задачу так и не удастся. Уровень ВВП страны будет расти, но медленней, чем планировалось. В основном из-за инфляции и больших расходов бюджета. В 2003 году тенденция в экономике следующая: все больше отраслей переходят под контроль государства, в том числе естественные монополии, у которых тарифы и зарплаты высокие, а производительность труда скорее наоборот. Огромное число бюджетников по всей стране требуют расходов на свое содержание, а частный сектор растет очень медленно, и то в основном в торговле. Наши предприниматели почти полностью зависят от импорта, и это тоже не подстегивает экономику. Эксперты с сожалением заявляют, что госкапитализм – это может и хорошо, но совсем неэффективно.
Громкое уголовное дело и информационный скандал на всю страну, речь о деле ЮКОСа. Совладельцы компании Михаил Ходорковский и Платон Лебедев арестованы. Началось все с выступления Ходорковского с обвинениями в адрес государственной корпорации «Роснефть» на встрече представителей бизнеса с президентом в феврале. Михаил Борисович заметил, что за недавно приобретенный актив государственная компания значительно переплатила. После этой встречи посыпались иски в Генеральную прокуратуру о законности приватизации в 90-х годах различных предприятий, входящих ныне в холдинговую структуру ЮКОСа. Прокуратура завела уголовное дело. Как говорили знающие политологи и эксперты, это был знак для владельцев, но они этот знак не разглядели. Кроме того, СМИ сообщали о планах Ходорковского построить частный нефтепровод в Китай и объединить ЮКОС с Сибнефтью. В случае удачного слияния государственные компании получили бы мощного частного конкурента. Кто бы что ни говорил о причинах и поводах уголовного преследования руководителей компании ЮКОС, это были всего лишь предположения. Реальными фактами было то, что государство установило новые правила игры в сфере большого предпринимательства в стране. Парламентские выборы в стране утверждают новую политическую силу, она называется «Единая Россия». Новая партия с таким названием получает больше всех мандатов в новой Государственной Думе, а именно 308. Партия, созданная специально к выборам из 3 политических объединений – Отечество, Вся Россия и Единство, надолго станет несменяемой политической властью, несмотря на приход новых поколений избирателей и невзирая на рейтинги. – 2003 год стал годом гордости за отечественную науку. Российские ученые Алексей Абрикосов, Виталий Гинзбург и их англо-американский коллега Энтони Леггет получили Нобелевскую премию по физике. Нобелевский комитет высоко отметил исследования академиков по объяснению сверхпроводимости и сверхтекучести. Ученые физики обнародовали свои труды еще в далеком 1966 году, за что получили в Советском Союзе Ленинскую премию. Через почти 40 лет их работу оценили и в мире. 24 марта 2003 года исследователи из Оксфордского университета совершили небольшую космическую революцию. Они установили массу черной дыры. Исследователи и астрономы всего мира сразу воодушевились. Масса самой известной черной дыры во Вселенной оказалась в 10 в 15 степени больше массы Земли и в 3 миллиарда раз больше массы самого Солнца. Наука получила новые знания и сразу же стала строить новые гипотезы и предположения. Весь спортивный футбольный мир обсуждает свежую новость. Губернатор Чукотки, по совместительству олигарх Роман Абрамович, оказался в душе тайным поклонником футбола. Он 2 июля 2003 года покупает английский футбольный клуб «Челси», клуб с богатой историей и давними спортивными традициями. Стоимость контрольного пакета акций британского клуба не оглашается, но ясно одно – миллионер покроет все имеющиеся долги клуба, которых у «Челси» немало. Новость воспринимается в Англии неоднозначно, да и в России тоже. Но кто по-настоящему рад, так это английские фанаты знаменитого клуба. Абрамович сходу берется за менеджмент, за покупку новых классных игроков. Газета Evening Standard признает Романа Абрамовича человеком года за его любовь к английскому футболу. Подведем итоги. В этом выпуске мы рассказали вам о том, чем жил мир в 2003 году. Война в Ираке и события в Грузии перевернули привычную жизнь многих людей, и не только в этих странах. В России менялся вектор экономической и финансовой политики, российские миллиардеры продолжали приковывать к себе внимание прессы разных стран. Экстравагантным поведением и крупными покупками, а творческие индустрии не сбавляли набранных оборотов. Во второй и третьей частях обзора мы расскажем вам, какие люди удивили мир в 2003 году, какие современные явления жизни закрепились в обществе, что слушали, и что смотрели по телевидению жители планеты Земля. Огромная благодарность всем, кто поддерживает нас на Бусти, Patreon или просто донатом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до скорых встреч, друзья!